Не волнуйся. Хорошо. Привет. И если ты знаешь, о чем название этого ролика, то ты молодец. Каэде, А если ты не знаешь, давай я сразу тебе объясню. Простым языком, как это я думаю у себя в мозгу. Да. Тульпа. Это, можно сказать, что-то по типу воображаемого друга. Но при этом он воображаемый, но есть на самом деле. То есть ты можешь разговаривать со своим другом у себя в голове. И, увы, но это не шизофрения. Когда ты успел... Ну ладно, я понимаю, что полгода это 6 месяцев, месяц по мужику, но, блядь, Свет. Блядь, Свет. Не, ну камон. Я понимаю, что он просто драматизирует, но... Ну как... Я знаю. Ну и что? Ну, это типа мое дело, что я делаю, понимаешь? Это мое дело, что я делаю. И я скажу больше, это можно создать самому. Конечно, если вы те люди, которые уже знают, что это, я вам скажу другое. Я не буду вам рассказывать о том, как создавать что-то еще. Если вы сомневаетесь, надо вам это или нет, сегодня будет как раз видос для таких людей. Сегодня я собрал всю информацию по этому поводу. Куча всяких статей и видеороликов я посмотрел. Даже в гаче стилистике. Ну, в смысле гача лайф. И сегодня я вам все это покажу. Плюсы, минусы, и вы должны уже сами решить. Так что приятного просмотра, попытаюсь вам все сегодня объяснить. Скажу сразу, у меня нет своей тульпы. Так как я, в общем-то, сам знаю этот материал, который буду сейчас вам рассказывать, я знаю все плюсы и минусы. И я пока думаю и не готов смириться с теми минусами, которые все-таки здесь есть. Которые я вам расскажу чуть позже, но, возможно, вам это и не будет большой преградой. Начнем мы все-таки с плюсов. Какие же есть все-таки плюсы от такого существа, как тульпа? Во-первых, у вас есть человек, существо, мысли, шизофрения, то, с чем вы можете разговаривать, и которое может вам осознанно отвечать. В общем-то, может вам что-то подсказать, что-то еще сказать. Но я говорю сразу огромный дисклеймер. Я видел везде кучу вопросов, кучу ответов на этот вопрос. Тульпа имеет только те знания, которые имеете вы. Она может что-то вспомнить, что вы и так знаете. Она не может никак взаимодействовать с внешним миром, никого потрогать, ничего не сказать. Она не может видеть дальше, чем видят ваши глаза. Поэтому все, что она знает, это ваша информация. И если вы одиноки, у вас нет друзей, то вы можете спокойно с ней поговорить. Она может вас утешить, но при этом это фактически такой же человек. И не считайте, что это будет полноценная какая-то машина по утешению. Не знаю. Ну, в целом, откровенно говоря, из плюсов все. Потому что, я думаю, этого плюса достаточно. А других плюсов я найти не могу. Но минусов здесь, в общем-то, немного. Первый и самый главный минус, я зайду сразу с козырей. Это навсегда. То есть, вы получаете карманную шизофрению. Да, это ни капельки не шизофрения, я все знаю. Но это фактически останется с вами навсегда. Я прочитал много статей, везде было по-разному. Кто-то пишет то, что это можно самому убрать, если вы просто об этом забудете. Кто-то говорит о том, что об этом можно забыть, но в следующий раз, когда вы вспомните, она будет снова вернуться. Или просто так сама вернуться. Кто-то говорит, что это можно только психологам убрать. А кто-то говорит, что это просто вообще невозможно убрать. Но, что точно говорят все, это очень сложно. Вы потом от нее никак не отделаетесь. Тульпа это на всю жизнь. И точка. Нельзя ее ни бросить, ни потерять. Она не уйдет. Ей некуда уходить. Просто, знаете, есть такие тиктокеры, мне всегда это забавляет, которые говорят, что вот моя тульпа умерла, вот она меня там пугает. Вы можете объяснить мне, а чему в тульпе умирать? У нее нету тела, у нее нету органов, у нее нету кровообращения. Ей просто нечем умереть, это просто душа, у которой есть оболочка тела. При этом эта оболочка, она вообще не нужна. Ваша тульпа может быть хоть камнем. Блядь, без разницы. Это все означает, что тульпу вы просто физически не можете бросить. Потому что если вы ее бросите, вы должны будете смириться с тем, что каждую секунду у вас томится маленькая душа, которой нужно общение. Тульпа — это связка нейронов в вашем мозге. Чтобы разорвать эту связку, нужно просто перестать думать об этом. Но тут фишка в том, что работает феномен розового слона. Если я вам скажу не думать о нем, вы все равно будете о нем думать. Так что, сами думайте, нужно ли вам это. Следующий минус, я не знаю, можно ли считать минусом, вас могут посчитать за шизика.
Ну, то есть, ну, если вы все-таки это завели, понятно, что не надо говорить это при обычных людях, особенно, наверное, перед родителями. Да, это не прикольно перед кем-то что-то скрывать, но ну, не думаю, что они поверят в том, что у вас не шизофрения. Еще я слышал, и это более чем возможно, что люди, у которых появляется тульпа, начинают менее общаться с другими людьми. Или полностью замыкаться, или полностью жить с тульпой без других людей, но я думаю, адекватный человек будет понимать, что это лишь галлюцинация и нереальный человек. И это и стоит делать, ведь думать, что рядом с тобой находится реальный человек, это точно ничему хорошему и не приведет. А сейчас мое любимое. Конспирологические теории. Сейчас опытные в этом деле люди будут орать в голос. Ведь я буду показывать такой кринж от мамкиных конспирологов. Но самое страшное, что в комментариях под этим есть люди, которые в это верят. Давайте покажу самое смешное. Начнем с того, что этот пост от якобы тети, девочки, у которой в школе, в общем-то, одноклассники разделились на каких-то там то ли геев, то ли кого-то вот еще таких. И вот она поэтому одна, потому что она такая одна хорошая, у нее девочка. И вот, а у нее парень, у него тульпа. И вообще там школа, там вообще все маньяки, вампиры, наркоманы. Офигеть. И вот, в этом посте она пишет как раз про тульпу. Они ощущают тульпу рядом с собой всегда, в любой момент своей жизни, на прогулке, в классе, в транспорте, днем и ночью. Галлюцинация становится настолько сильной и реалистичной, что к концу работы над ней человек ощущает свою тульпу как реально живущую и действующую отдельно личность. В итоге он уже не может без нее существовать. Общение с тульпой оказывается сродни наркотической зависимости. Пацаны, отпишите, кто там на тульпах сидит, йоу. А потом могут начаться ужасы. Автономная галлюцинация может начать руководить действиями человека. Причем психологи и психиатры до сих пор не понимают, как, у кого и на каком этапе это происходит. Или не происходит, и постепенно сходит на нет. Но если с началом отделения этой галлюцинации от сознания начинается раздвоение личности, следующий этап существования — шизофрения. Я вообще слегка образованный человек, скажу прямо, начал валяться по полу. Какая-то тульпа вызвала у человека шизофрению. То есть, сейчас люди, которые понимают, я, наверное, думаю, ржут. Я сейчас сам честно издерживаю, чтобы не посмеяться. И кто-то же этому верит. Шизофрения может быть вызвана или генетическими предрасположенностями, или сбоями в организме. Никакая там внешняя активность, что-то еще там, НЛО может вызвать, но балет. Дальше она якобы рассказывает о каком-то происшествии, которое из-за этого случилось. Типа у ребенка шиза. Он хотел сначала сам выйти погулять, подышать на балкончике и посмотреть вниз. А потом, в общем-то, своих родителей тоже вывел, в общем-то. Вот так вот случилось. И вообще-то это 2017 год, так что не удивляйтесь, что там написано недавно. Но я такого, честно, не слышал. Если это, возможно, правда, то напишите. Дальше она пишет там тоже всякого довольно кринжа, то, что там в следующей части это вообще шизофрения чуть ли. И вот что тут еще написано. Тем не менее, в первоначальном общении с тульпой специалисты не видят признаков болезни. Тульпа не мешает вести обычный образ жизни, общаться с окружающими. Опасно появление раздвоения личности, когда человек не помнит, где он был, что с ним происходило, что он делал. Самостоятельно выявить, на какой стадии находится близкий нам человек, тульпа у него, или уже шизофрения, невозможно. Обязательно нужна консультация специалиста. То есть, тульпа это значит предыдущая стадия перед шизофренией. То есть, офигеть, я не знаю, что надо сказать. Никогда о таком не слышал. Возможно, она какой-то там доктор наук, который выдвигает новую теорию развития человека, раздвигает новые границы сознания. Но нет, это просто обычный человек, который пишет фигню. Дальше, вроде адекватный человек пишет все по факту. Я уж это читать не буду, если захотите, прочитайте. Но внизу оказывается, как всегда, какой-нибудь умный чел. Пожалуйста, скажите, что это чел рофлит. Дикий рофл, смехуёчки. Я не хочу терять веру в человечество. Что же, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите продолжение, а у меня уже есть несколько идей на эту тему, то поставьте лайки. Если тут наберется реальная активность, эта тема вам понравилась, то я что-нибудь еще сниму. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пожалуйста, будьте умными и читайте, проверяйте информацию.